Уходят последние солнечные деньки, и даже сегодня было сначала солнечно, а теперь затянуло все тучами, но мы все равно сделаем наше дело, мы все равно пожарим сегодняшнее чудесное мясо. Сегодня будем готовить шашлык из говядины в очень необычном маринаде. Такого маринада, я не знаю, может быть, вы и видели, а может быть и нет. Но сегодня это будет интересно, поэтому смотрите это обязательно до конца. Ну и, конечно же, скажу, подписывайтесь на канал, кто не подписан, обязательно переходите вниз под видео, оставьте комментарий, поставьте лайк, ну и не забудьте кнопочку нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить самое новое, самое свежее видео, которое я для вас выпускаю 2 раза в неделю. Взял вот такую вот офигенную вырезку говяжью. Это будет крутое мясо, это будет крутой шашлык. Здесь минимум жилок, значит, есть прослоечки жира. Вот, поэтому сейчас все нарежем порционными кусочками. Покажу, какими кусками нужно нарезать мясо для шашлыка из говядины, потому что здесь важно как раз соблюсти все пропорции, да, чтобы кусок был и не большой, и не маленький, чтобы остался сочным внутри, но и не засох, конечно же, остался мягким и нежным. Поехали, готовим наше мясо. Значит, в первую очередь подготовим наше мясо, то есть где есть пленочки сверху, да, мы их снимем. Пленки, конечно же, нам не нужны здесь. То есть, ну, мясо, в принципе, зачищенное, но все-таки небольшие какие-то остатки есть, нам они не нужны. Мы это все уберем и нарежем порционными кусочками. Значит, что мы сделаем? Ну, разделаем его вдоль. Прорежем такими полосками. Мясо шикарное, видите, с прослоечками. Ну, будет отличный шашлычок. Очень мягкий, сочный, нежный. Мясо желательно всегда резать против волокон, для того, чтобы, ну, вам было удобнее его и вкуснее кушать, и лучше жевать. То есть вот такие примерно кусочки такого размера. Меньше не нужно, но больше тоже не нужно. То есть вот в таком формате вот такие кусочки. Они успеют прожариться, ну и, соответственно, останутся сочными и вкусными. Таким вот образом. Ну и, соответственно, подготавливаем все наше мясо таким самым образом. Готовим на кусочки и потом дальше начнем мариновать. Получилось у нас вот такие красивые кусочки порционные. Порядка 2,5 килограмма. Обязательно, какое же мясо без лука, то есть нарежем лучок полукольцами. Здесь у меня 3 луковицы, в принципе, на это количество этого будет достаточно. А дальше будем добавлять наш секретный ингредиент. Посмотрите, это будет что-то. Лучок нарезали, ну, понятное дело, все, что нам нужно, отжать сок из лука. И тщательно мы сейчас это помассажируем с нашим мясом. Ничего не добавляем, соль не добавляем, не солим, не перчим, ничего не делаем. Делаем массаж. Все как всегда. Все, в принципе, традиционно, как поступаем с любым шашлыком. Массажируем 5 минут мясо вместе с луком. Затем будем добавлять уже наши секретные ингредиенты. Итак, настала пора нашего секретного ингредиента. Вы не зря здесь видите вот эту банку с помидорами. Это те помидоры, которые я недавно делал. Соленые помидоры, как бочковые, с хреном. Значит, нам нужен отсюда этот рассол. Да, вы не удивляйтесь. Будем делать маринад из рассола. Здесь у нас уже, в принципе, все есть. Есть чеснок, есть хрен, есть укроп, есть соль. Есть перец острый, все, что нам нужно для маринада, в принципе, все есть, поэтому мы и не солили. Значит, что делаем сейчас? Ну, сольем, понятное дело, часть рассола. Нам нужно достать отсюда. Можно доставать все вот эти наши штуки. Ну, помидоры мы не будем ложить, хотя
есть вариант и с помидорами на самом деле. Значит, все мы сюда добавляем, ну там будет достаточно. Достанем еще наш хрен тут, видите. Кто не видел видео с помидорами, обязательно, я оставлю ссылку, перейдите, посмотрите. Это не просто помидоры, ребята. Это мечта. Мужики, это зачетные помидоры, я вам говорю. Значит, с помидорами ладно. Давайте сюда. Все перемешиваем. Соль не добавляем. Ничего не добавляем. В принципе, в рассоле все есть. Здесь у нас есть лук, есть соль, есть чеснок, есть специи. В таком состоянии оставляем, ну, я оставлю на час, ну, желательно там часа на 3. Этого вот так будет достаточно, чтобы оно промариновалось. После этого покажу, что будем делать дальше с этим мясом. Ну, ждем час, пока займемся нашим мангалом. Так, ребят, час прошел. Мясо, в принципе, в полной мере промариновалось. Значит, что мы сделаем сейчас? Сейчас я его достану из рассола. И еще дополнительно мы его с вами немножечко дадим ему еще все-таки специй. Вот, для того, чтобы придать ему и цвет, и еще свой аромат. Видите, цвет поменяло мясо, значит, уже оно набрало сока. Можно даже немножко отжимать, чтобы меньше влаги было нам. Так, теперь мы добавим сюда. Значит, делал абхазскую аджику, которая просто изумительно подходит под мариновку мяса. Добавлю сюда буквально там на кончике ножа. Кто не видел видео, обязательно посмотрите. Это великолепная аджика, которая просто создана для того, чтобы добавлять ее в мясо. Вот так, на кончике ножа добавляю. Она достаточно острая, ее хватит. Добавлю еще буквально там чайную ложечку хмели-сунели, чуть-чуть. Вот так. Для цвета немного. И немного для цвета добавим паприки. Ну и, как вы понимаете, все нужно перемешать. Запах великолепный. Оставляем еще на полчаса, как раз зажигаем наш мангал, пока разойдутся угли. В принципе, этого будет достаточно. Так что запускаем мангал и наживляем наше мясо на шампура. Все, угли готовы, мясо готово. Ставим на мангал, буквально 15 минут. Ну, будем смотреть по готовности. Прошло где-то в среднем 15-20 минут. Ну, говядина, тут очень надо быть внимательным. Пересушить нельзя, но нельзя и не дожарить. То есть в таком состоянии уже все, оно готово. Обязательно сейчас упаковываем это в фольгу, снимаем уже, потому что уже вот такая вот красота, видите. Все, теперь идем сюда. Прямо с шампурами ложим. Посыпаем это все зеленью, ну, с луком точнее. Можем прямо в серединку тут насыпать лучка. Положим еще сюда
пару веточек розмарина. Давайте в серединку положим. Вот так вот. И здесь положим. И все, упаковываем. Ну, я ложу пергамент, потому что все-таки фольга, это не всегда хорошо. Сейчас еще сверху мотаем фольгой. Замотали фольгой и оставляем где-то на 10-15 минут. Мясо должно отойти, как бы оно размягчится, опустит сок, и тогда это будет то, что мы и хотели сделать. Ждем еще 15 минут. Ну что, открываем. Посмотрите, просто с него течет сок. Это просто неимоверно. Запах божественный. Смотрите. Но просто мягусенькое, сочное. Его можно есть губами, ребята. Это очень вкусно. Лучок. Нож как по маслу. Это правильная прожарка. Он сочный. И это очень-очень вкусно. Оператор, возьми съешь кусочек. Бомба. Реально 1,5 часа мариновки. Шашлык идеальный. Так что записывайте. Ребят, все как всегда получилось. Шашлык получился ну просто бомба. Я очень рекомендую, приготовьте. И по такому рецепту он тоже имеет место быть в коллекции рецептов шашлыка. Говяжий шашлык — это в принципе мясо, которое ну, считается, что нужно там иметь определенные навыки и подход. Но как показывает практика, это все легко и просто, ребята. То есть все просто. Как всегда, моя любимая фраза. Все, подписывайтесь на канал, будьте с мужской кухней, присоединяйтесь в число подписчиков. Огромное спасибо всем, кто поддерживает лайком, кто поддерживает подписками, комментариями. Ребят, до новых встреч. Всем пока.